Вот такой вот FuzzyBot DT2. Это защищенный планшет. Сейчас я его разблокирую. Здесь отпечаточек пальцев есть. Защищенный планшет с батареей в 20 тысяч мА. Просто-напросто с неплохой камерой, мощным процессором MediaTek Helio G99 и в принципе неплохой конфигурацией в общем. Потому что я был удивлен, обычно планшеты не рассматриваю в плане фотографии. Здесь как бы уж очень интересно все получилось. Правда, сейчас посмотрим на Алиэкспрессе. Они вроде не заявляются, какой тип камеры стоит, но я подозреваю, что это Samsung SZL GW3. Поэтому на канале Технозон вот такой вот обзор, еще и с таким вот ремешочком, тут сзади крепится, покажу потом на распаковочке. Поехали. Цена на текущий момент интересна. Есть в сером, есть в голубом цвете. Ну, в голубом цвете имеется в виду вставки. Видите, у меня вставочки голубенькие. Симпатично получилось. И цена на текущий момент 264 бакса. Вообще ссылку разместил в описании под видео. Идем, смотрим, рассматриваем. И тут у нас есть некоторые особенности. Почему я говорю про хорошую конфигурацию? У нас то, что MediaTek Helio 6-нанометровый здесь стоит, это неплохо. Это два ядра Cortex A76 по 2,2 ГГц, плюс 6 ядер Cortex A55. Тут самое интересное, что это батарея 22 тысячи мА, еще и быстрая зарядочка 66 Вт. Вот такой вот фирменный блочок. Рассмотрим. Да, я подтверждаю, я его потестировал, он действительно работает, тут все хорошо. Дальше у нас есть память 12 гигабайт физической плюс 256. Можно 8 гигабайт добавить расширение из внутренней памяти. Вы скажете, ну внутренняя память немножко медленнее работает. Я вам скажу, что здесь стоит UFS хранилище 3.0, а это быстрое хранилище. Поэтому тут в принципе это все дело заработает нормально. 10,4 дюйма экран, ну 2К дисплей, это имеется в виду, они соотношение сторон умножают и получают 2К. 2К дисплей в плане 16:9 здесь не получается, здесь FHD+. Задняя камера 64 мегапикселя, передняя 32, у нас есть поддержка Nano SIM и, конечно же, вот этих вот microSD карт хранилища. Есть поддержка 4G без агрегации, говорю сразу. Тут они начинают нам маркетинговые картинки показывать о том, что тут Wi-Fi 6 есть. И вот насчет 4 Box Speakers. Рассказываю, у него по краям есть 4 спикера. И они звучат просто бомбезно. Вот серьезно говорю, смотреть кино одно удовольствие. Я просто, когда вот начал звуком играться, я просто был удивлен качеству этого звука. Поэтому тут вы посмотрите в самом обзоре. До 20 гигабайт памяти, как они пишут, это, конечно же, маркетинг насчет увеличения за счет хранилища. Можно расширить хранилище до 2 терабайт, он поддерживает карты памяти. Потом у нас, видите, как они заявляются насчет батареи. В режиме ожидания 1800 часов, музыка 145 часов, звонки с выключенным экраном 110 часов, HD видео 36 часов. Camp Light это такой фонарик для кемпинга вообще, он 50 часов, я вам скажу, тут фонарь, посмотрите на вот этот вот диод. Я сейчас могу вам его включить в камеру, вы охренеете просто от этого фонаря. Сейчас мы заслепим камеру, сейчас мы найдем, где у нас тут Toolbox. Не, он называется Toolbag, прошу прощения. Я могу его включить и вот такой вот эффект. Он просто-напросто засвечивает часть камеры, часть матрицы. То есть это очень-очень ярко. Очень ярко. И игра 60 часов подходит для, грубо говоря, для путешествий. Я, кстати, скажу, не только для кемпинга, для, допустим, просмотра на улице или для рыбаков. Это подходит для, допустим, дальнобойщиков. Это подходит для военных. На самом-то деле для военных очень даже подходит, потому что он защищен. Вот немаловажный вот этот вот значок, который мы пропустили. MIL STD 810H. Это военный стандарт крепкости. Вот так вот, крепкость, это, наверное, про напитки. Наверное, крепость и защиты. Ну, то, что они тут пишут про игры, это все понятно, красиво, все хорошо, молодцы, и Wi-Fi хороший. Нам главное, чтобы он выдерживал, в данном случае же этот защищенный планшет. Так, где у нас MIL STD? Вот.
А это значит, у него есть сертифицированный IP69K, IP68 влагозащита. Он выдерживает до минус 40. У него MIL STD Drop Test, это значит, он выдерживает падение. У него 1,5 метра погружения. Вот, кстати, мы его в луже купали. Ну, не мы, а лиса его купала в луже. До минус 40 он во льду может полежать. И с ним абсолютно ничего не будет. Подходит для строителей, для военных, для кого угодно. По безопасности есть Face Unlock, но это Face ID Unlock, это камеры, поддерживающие Face ID, и отпечаток пальцев. Единственное, по отпечатку пальцев есть неудобство, то что кнопка блокировки и отпечатки пальцев разделены. У нас есть GPS, GLONASS, Galileo и Baidu и Android 13. По поводу, видите, тестов, как они заявляются, 100 тысяч плюс нажатий кнопок, это они проверяли его, скажем так, знаете, качество, 5000 вставляний USB, и тут 96 спикер Live Taste, 96 часов плюс, 48 часов непрерывной по температуре высокой и низкой, 8 часов в песке он валялся. Короче, нужно уже нам, наверное, проходить его, обозревать, делать тесты и на выводы. А вообще подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие такие вот интересные обзоры. Ну, начнем обзор с того, что здесь есть быстрая зарядка. Мы ее проверили. Сейчас уже у нас, смотрите, сейчас надо еще привыкнуть, 32%, и он опустился с 33 там, до 26 ватт. То есть быстрая зарядка есть, это все хорошо. Что у нас на бачках? На бачках Type-C-шечка с заглушечкой. Есть раз динамичек, два динамичек. Сюда можно поставить симочку, плюс, давайте сейчас я ее выдеру, симочку. Вот, видите, у нас тут есть у нас два слота для сим-карты и плюс microSD карты. Есть, вставляем. Смотрите, под заглушкой, то, как мы говорили, MIL STD 810, сзади у нас блок камер. Вот это вот, чтобы вы понимали, вот смотрите, вот так вот блок камер. Вот это вот, вообще это место под термальную камеру FLIR. Почему ее здесь нет, я не знаю, поддержки ее реально нет. И здесь вот такая вот вспышка диодная, которая может работать еще фонарем. Мы видим здесь крепление, вообще он весь, ну, конкретно просто дикий. Снизу у нас есть разъем под микрофон, с другой стороны тоже два динамика, вот так вот будет виднее. Здесь разъем под микрофон. Есть у нас датчик под отпечаток пальцев и есть кнопка блокировки-разблокировки. А ну давайте сейчас попробуем мы именно конкретно заблокировать и разблокировать датчиком. Датчик срабатывает практически мгновенно, смотрите, то есть у нас есть датчик, но он не совмещен с кнопкой блокировки. Немножко странное решение, то есть все таким вот образом. Здесь кнопка блокировки, здесь датчик. Срабатывает реально мгновенно. Есть у нас бамперы, все у нас отлично как бы сделано по защите. Сам по себе интерфейс быстрый и достаточно и хорошо работает. По поводу комплектности у нас огромная коробка. Она даже в камеру у нас не помещается. То есть реально огромная. Здесь много разных моментов. И вот оно крепление, которое меня интересовало. Плюс сейчас я ремешок еще пойду возьму. Он у нас лежит отдельно. Есть скрепочка. Так, вот сам по себе ремешок еще у нас есть такой фирменный. И крепление. Крепление делается у нас на заднюю часть. Вот такая вот штукенция. Смотрите. Мы берем. Здесь у нас все отстегиваемое. Мы берем вот эти вот крепления, если они нам нужны. И прикручиваем наш планшет. Даже отверточку положили, несмотря на то, что отверточка очень-очень маленькая. И это неудобно, но она есть. Ее действительно можно более-менее удобно использовать. Главное, что она магнитная. Должна была бы быть, я вам честно скажу. Пока что кайфа я какого-то не испытываю от ее использования. И можно таким образом у нас сделать крепление. Ну, мы заведем сюда ремень раз, сюда ремень два. Вот так вот это примерно выглядит. То
То есть ты взял, и у тебя планшет на руке. Это очень удобно, очень невероятно удобно. Мы уже смотрели с вами, как они их держат, да, там на рекламном видео. Очень классная тема, очень классная. Хорошо, отлепим эту штуку, хотя я бы ее и оставил. Пускай будет. Сразу уж, если мы в AIDA 64 посмотреть, это у нас DT2 на платформе 6789, 8 гигов оперативной памяти, 256 хранилища. За процессор у нас отвечает MediaTek Helio G99, MT6789 платформа. 6 ядер Cortex A55 до 2 ГГц и 2 ядра до 2,2. 6-нанометровый, 64-разрядный. За дисплей отвечает Mali G57 MC2. Подключен он сейчас к Kyivstar. Есть у нас Wi-Fi с коннектом неплохим. По факту посмотрим. Но аккумулятор 22 тысячи мА мы уже с вами посмотрели. Доступа к температуре у нас, конечно же, нет. Ну, из кодеков тут нас мало что волнует в планшетном варианте. Не TV-бокс тестируем. Так, дальше. Дальше больше. Идем в настроечки. В настроечках... Идем о планшете, видим, что у нас тут 64 мегапикселя задничек, 32 передничек, 8 на 256. Так, тут мы все видим стандартно. Экран у нас 2000 на 1200, Android 13. Больше ничего у нас тут интересного. Цифровое благополучие и родительский контроль. Расширение памяти у нас возможно еще плюс 8 гигабайт. То есть у нас можно поставить, грубо говоря, 8 базовых и еще 8 добавить из хранилища. Будет у нас 16. По яркости у нас есть автояркость. Вообще достаточно яркий планшет, потому что в самой большой яркости вы даже видите сейчас пересвет на камере. Поэтому ставим где-то 50% для того, чтобы мы могли с этим работать. Конечно же, 120-герцового экрана у нас тут, к сожалению, нет. Было бы еще плавнее. Из мощности, из того, что мы тестировали игровой мощности, у нас данный планшет набрал 410 562 балла, что очень неплохо для G99. По мультитачу это у нас, сейчас, сколько? 10. 10 по мультитачу, что в принципе очень даже стандартный на текущий момент результат. По игровым возможностям, сейчас мы посмотрим результаты. Это у нас максимальная в Ice Storm, конечно же, это уже такой достаточно слабый тест. Slingshot 3458, Slingshot Extreme 2547 и в Life 347 и 1254. Поиграть мы на этом планшете можем, очень даже запросто. Так, перевернем. Мы должны с вами провести тротлинг тест, обязательная дисциплина. Стартуем для того, чтобы посмотреть, есть пропуск тактов или нет. Ну, в принципе, очень неплохой тротлинг-тест, еще и с достаточно интересной производительностью. Слушайте, ну, вообще в качестве планшета достаточно интересный экземплярчик. Давайте протестируем с вами Wi-Fi. Сейчас, давайте не будем мы сейчас такое дело тут проверять. Wi-Fi 5 ГГц. Нормальный показатель для G99 и его модемов 400 мегабит. Почти 400 на загрузку. На выгрузку даже выше 400. Хорошо, в этом плане мы принимаем такой результат. Сейчас пробуем 2.4, подключаем его. Подключено и пробуем 2.4 ГГц. Здесь средний результат тоже не принес мне никаких, скажем так, сюрпризов и разочарований. 50, тут даже выше среднего, 60, 70, 80 мегабит. Нормально, нормально. В принципе, можно с этим работать. 101, да ладно, слушайте. А на выгрузку 48, 42. Ну, тут есть как есть, мы обязаны показывать всю правду. Отключаем Wi-Fi и пробуем. Так, мобильный интернет включен, 4G. 4G у нас без агрегации, работает просто как обыкновенный 4G, без агрегации частот, разных вышек. Давайте пробуем сам по себе 4G. Здесь мы не ощутим результат, потому что я нахожусь сейчас в студии, у которой бронировано окно стальными листами. Тут 20 мегабит, это вполне нормально. В городе при таком раскладе я в центре получил бы 40-50 мегабит стабильного интернета. Поэтому тут как бы есть жаловаться, скажем так, не на что. 20 на 24.
приемлемый вполне результат, при том, что я сижу в этой студии. Также у нас здесь есть, вот как для защищенного планшета, различные моменты. У нас есть FM-радио, для него нужны наушники, говорю сразу. Давайте вернем в такое положение. Есть так называемая сумка инструментов. Она, видите, не работает в таком ландшафтном дизайне. Ой, в дизайне, ландшафтном дизайне, господи, в горизонтальном положении. И здесь у нас есть следующие моменты. Есть компас. Самый обыкновенный компас, который действительно будет работать. Также у нас есть шумомер. Ну, мы видим, что он шум меряет. Настенный уровень. Для строителей так вообще незаменимая штукенция. То есть вы можете визуально мерить или приложив. Есть простой пузырьковый уровень. Но для этого должен быть откручен у вас задничек. То есть вы должны сзади открутить ремешок. Также у нас есть замеры высоты, где по определенному принципу, когда указывается ваш рост и указывается приблизительное расстояние, вы можете замерить высоту. Увеличительное стекло, стандартная функция с помощью обыкновенной камеры, не хочу даже на это тратить времени. Сигнал тревоги. Есть у нас вспышечка. Воу, меня аж слепануло, здесь фонарь просто конченый. А вот сигнал тревоги у меня не срабатывает. А потому что он выключен. Или не выключен, он просто не работает. Это очень громко. Это очень громко. Это было очень громко. Тут очень классный звук. Есть отвес. Кто не знает, для чего отвес, ну, мне вас жалко. Отвешивать. Транспортир для измерения углов, даже визуальных. То есть мы можем, грубо говоря, сейчас мы так выставим его, перевернем и измерить угол вот этого всего дела. Ну, у нас здесь есть 90 градусов, поэтому как бы таким образом вы можете перемещать эти все дела. Ну, транспортир очень прикольная тема. Дальше у нас есть фонарик. Фонарик здесь просто конченый, я вам серьезно говорю, это какой-то трэш. С учетом того, что у него 22, а есть, кстати, еще и СОС моргания. С учетом того, что у него 22 тысячи миллиампер батарея, то его надолго хватит. И степ-каунт это считает шаги. В таком планшете это, честно говоря, непонятная для меня тема. Из каких-то специфических дел тут, в принципе, больше ничего нет. Я очень ожидал камеру FLIR. Очень ожидал камеру FLIR в этой модели, но камеры FLIR нет. Если бы была бы камера FLIR, я прям когда увидел, я думал, что ну все, попалась. Хорошая вещь, но ее нет. Я оценивал качество камеры, и самое интересное, что камера здесь действительно прикольная. Посмотрите на детализацию, при хорошем освещении это прям вот такой середнячок, уверенный середнячок. Я не самый большой эксперт по оценке камер, а это, кстати, у нас с определенным эффектом, но сам факт того, что она работает, смотрите, то есть вообще отлично. И даже видосики снимает неплохие, что для планшета такого уровня большая редкость. Именно камеры такого рода. Есть фронталочка, я фронталочку вам специально сейчас сфотографируюсь. Привет! Специально для вас, и вы можете оценить по ссылке в описании под видео. Из дополнительных опций у нас есть монохром, есть бьюти для чего-то в такой камере. Бьюти есть, видео можно снимать фронталкой до 1080p, стандартной камерой можно снимать до 2К 30 Гц, стандартно для G99 процессора. Пойдете посмотрите оригиналы фотографий, в принципе уже там оцените сами. В принципе все по камерам. Можно здесь, конечно же, смотреть какие-то стримы, имеется в виду там ютубчик посмотреть, фильмов закачать, можно даже мои обзорчики какие-то глянуть, вот пожалуйста. Обзор игрового ноутбука, пожалуйста. Звук. Бля, здесь звук крутой, слушайте. Так, смотрим. Здесь охренительный звук. Это надо музыкальное видео сразу качать. Не качать, а включать. 4К. С таким звучком. Вау. Слушайте, звук вообще топ. Звук топ, декодирует 2К 60 Гц. Блин, он громкий, просто жесть. Сейчас в 2К переключится. Я ж выбрал 2К. Где 2К? А ну. Так, вот, все, качество 2К. Смотрите.
То есть у нас есть 2К с хорошим звуком. Здесь даже киношки можно посмотреть хорошо. При его батареях это будет просто топ. Я вам серьезно говорю, смотрите. Мне нравится. Ну сейчас что-нибудь еще из этого же канала с моего посмотрим. Вот я, например, там снимал вот такое тестовое видео. А ну сейчас выставим качество. 2К 60. Топчик, ребят, просто топчик. То есть какие-то киношки, какие-то стримы, какую-то IPTV-шечку, фильмы закачать сюда можно. С учетом того, сколько здесь памяти. И даже можно поиграть. Поэтому давайте еще и поиграем, черт возьми, на таком-то планшете. Так, интересно. Начинаем сразу. Посмотрим, какие нам настройки графики дает выбрать. Слушайте, ну на большом экране это прикольно поиграть на самом-то деле. Так, смотрим. Слушайте, ну ничего так. Очень даже ничего. Прикольно. А? Так, смотрим на настройки графики. Это у нас высоко, ну дает высокую частоту, но здесь нет высокой частоты экрана. Поэтому что вы тут все там развлекаетесь-то? С какими-то голышами играю, а? Давайте сразу выпрыгиваем. Мне же надо показать вам, как это работает, а не как это выглядит. Слушайте, ну обычно уже тормоза на плохих начинаются с самого начала, уже при падении. Это когда у вас какое-то слабое устройство. Здесь у нас как бы все в порядке. Сейчас попробуем. Звук. Мне нравится звук. Вообще просто со звуком они прям топово сделали. Потому что обычно, когда колоночки внизу, то ничего не слышно. Ты зажимаешь их, а здесь сейчас колоночки вверху, и все просто суперово. Сейчас посмотрим, кто-то там со мной падает. Оба-на. И сразу идем. Собираем все, что есть. А нам здесь ничего и не надо. Здесь ничего и нет. Какой-то обидный момент. Так, побежали. Здесь что-то найдем. Слушайте, ну никаких тормозов и лагов не предвидится, скажем так. Поэтому все очень чинно и благородно. И графичка ничего так. Плохо, что HD, конечно, хотелось бы побольше. При том, что этот планшет сможет вытянуть не HD, а именно хотя бы... А тут кто-то бегает. Где оружие? Ага, тут уже кто-то был. Понятно. Сейчас меня и сольют, короче. Так, сейчас еще чего-нибудь грибанем. Слушайте, я могу уже, в принципе, переходить к другой игре. Нет ничего. Ничего не тормозит, не лагает. Я думаю, что все здесь будет отлично. Хватаем какую-нибудь фигню. Мы что-нибудь постреляем или у нас нечем стрелять? О, дробаш есть. Сейчас. Нам надо хотя бы пострелять как-нибудь во что-нибудь. Друзья, вы где? Есть кто-нибудь? Да ну, топчик вообще. Все топчик. Давайте другую игру глянем. Так, ну конечно же у нас будет... так, у нашего танка есть ранг. Меня ранг не сильно волнует. Конечно же еще World of Tanks надо пошпилить. Военная тема, конечно же. Давайте. Блин, ну звук просто шикарнейший. Просто шикарный звук. Не ожидал. Так, FPS на старте 36-60. Все. У нас есть 60 FPS. Погнали. Поехали. Да поехали. Погнали лучше давай. Сейчас мы тут кого-то натянем на причинное место. Опа. Кто-то тут засветился. Лампочка. Дружочек, привет. На! Да я понимаю, что у меня сейчас гасите со всех сторон. Мне нужно проверить FPS в игре. Наш 60 FPS. Давай еще постреляем. Куда я стрельнул? Вообще лох Петрович. Ненавижу играть в мобильной версии игры.
Ну все, я выиграл, можно сказать. Короче, и в это тоже можно играть. Ладно, дальше поехали. Ну и поиграем еще в роботов. Не играли? Советую. Игруха жесть вообще. Ты чё там курил вообще? Нифига себе зарядил, а. Слушайте, звукан вообще топовый. Прикольно, слушайте, все работает. Я думаю, что можно играть в это дело абсолютно беспроблемно. То есть, ну, не вижу я особых проблем для таких дел. Тух-тух-тух. Красиво. Куда ты пошел? Давай. Лег полежать. А мы захватываем зону вообще? Что с ней делать? Захватили. Побежали дальше. Разговаривать о нагреве вообще невозможно, потому что эта штука... Ой, я трипл килл совершил, да? Красавчик. Что могу сказать? Красавчик. Слушайте, я буду выходить уже, резюмировать данный планшет. В принципе, за его, ну, как бы, деньги нифига себе, но при его возможностях, допустим, защищенного планшета по стандарту MIL STD 810 неплохо получилось. Переходим. В качестве выводов скажу, классный защищенный планшет за вполне вменяемые деньги. Я, честно вам скажу, был очень удивлен насчет камеры. Я никогда не рассматривал планшет по камере, поэтому, посмотрев оригиналы видео и фото под видео, вы сами убедитесь, что это вот именно так. Мы рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.